Когда мы с вами говорим о культуре, конечно, неизбежно мы придем к разговору о музыке. Но с музыкой есть одна проблема. Если архитектура сохраняется в камнях, если написанное сохраняется в книгах, то с музыкой все сложнее. Мы понимаем, что музыку люди играли всегда. Когда-то появлялись первые музыкальные инструменты. Эта ваза найдена в древней столице Армении, городе Двин. В центре этой вазы находится самое древнее вообще найденное изображение скрипача. Струнные смычковые инструменты очень широко использовались и в античной Армении, и в средневековой. И скрипку или ее прототипы мы можем видеть вот на таких вот вазах. Мы можем видеть на страницах книг средневековых рукописных целые ансамбли, которые что-то исполняют. Вы видите здесь такой широкий набор музыкальных инструментов. Мы видим такие сцены даже на камнях. Вот, например, один из барельефов, который, прям целый концерт. И вот здесь есть одна важная проблема. Когда мы смотрим на эти изображения, нам хочется услышать эту музыку. А вот с этим проблема, потому что нотная запись, которую мы сейчас всем миром используем, она появилась относительно недавно. Но люди всегда пытались зафиксировать, записать музыку во все времена и во всех странах. Это было и в Европе, естественно, но еще более в раннее время это было в Армении. С VII века нашей эры известен вот этот вид записи, где над текстом с помощью специальных значков записывалась мелодия. Здесь была мелодия, высота, и так далее, темп передавала. Этот способ записи назвали хазы, потому что хаз означает черточка по-армянски. Вот еще один образец текста, который весь сверху текста нарисованы хазы. То есть, глядя на текст, можно было понять, как спеть это. В основном это были молитвы тогда. К сожалению, после того, как появились классические, известные нам сегодня ноты, к хазам внимание ослабело очень сильно, и их перестали использовать. При этом к разгадке хазов в начале XX века вплотную приблизился служитель армянской церкви, выдающийся армянский композитор и музыковед Комитас. Он записал и обработал огромное количество армянских народных песен, создал множество авторских произведений. К несчастью, во время геноцида армян 1915 года большая часть его работ по хазам была утрачена, а сам он от пережитых ужасов потерял рассудок и умер в психиатрической клинике во Франции. Արև փածվեց թուղամբերեն, արև փածվեց թուղամբերեն, գահակավ ծռավ գանան սարեն, գահակավ ծռավ գանան սարեն, գանան սարեն սարի դերեն, գանան սարեն սարի դերեն, արևերով ձաղի գներեն, արևերով ձաղի գներեն. Пока живы люди, которые исполняют эту музыку, музыка сохранится в их исполнении. Сохранятся песни, сохранятся танцы, сохранятся духовные песнопения.
из музыки, которая до нас дошла, вот таким путем от исполнителя к исполнителю, невероятно прослеживается путь вот музыки авторов, бродячих авторов. Это были люди, у которых был музыкальный инструмент, и они могли на улице какого-то рода, это как менестрели вот, во Франции. Да. Они о чем-то пели, в основном о любви, вот, и очень были популярны в народе. Может возникнуть ощущение, что это тоже музыка какого-то прошлого, и на этом должна была история остановиться и прерваться. Но это, во-первых, не просто оказалось возможным, это оказалось фантастически красиво можно сделать. И помог этому человек, который является таким символом культуры Армении и Франции, Шарль Азнавур. Шарль Азнавур исполнил одну единственную песню на армянском языке за всю свою жизнь. И это была именно песня XVIII века одного из наших бродячих музыкантов Ашугов. Включу фрагмент этой песни, которую он исполнял вместе со своей дочкой Седе Азнавур. Сразу прошу прощения за качество записи. Очень трудно было найти видео, где они вместе поют. Зато вы услышите и эту музыку, и поймете, как человек сегодняшнего времени смог приобщить к нас к этой музыке. А потом я вам еще и скажу, какое было продолжение. Это дочь Шарля Азнавура поет. Աշխարհումս իմ ընդունիս, մեմուրվատիս մուրվաչունիս Աշխարհումս իմ ընդունիս, մեմուրվատիս մուրվաչունիս Ռոշներիս նավարուրիս, ռանդու շակարինը Сейчас услышали, как Шарль Азнавур фактически дал вторую жизнь этой песне. То есть благодаря ему мы в какой-то момент услышали музыку XVIII века. Что дальше? Это вот опять разговор о том, что такое культура, что мы с ней делаем. Дальше мы приходим в наше время, и вдруг мы снова слушаем эту песню сегодня. И сейчас я вам еще один фрагмент покажу, чтобы вы поняли, как она зазвучала сегодня. И оказалось, что время, никак не мешает восприятию. Sayat Nova. И естественно, что вот во всем этом не могло появиться что-то нового. Но прежде чем мы еще дальше пойдем, вот посмотрите, Саят Нова – это автор, который написал эту песню. Его спел Шарль Азнавур, эту песню. Мы увидели в современном армянском фильме исполнение. Но он оказался настолько востребованным, что появились даже фильмы о нем. И, например, появился такой фильм «Цвет граната» режиссера Сергея Параджанова. И фильм, который посвящен жизни Саят Нова, человеку, который создавал эту музыку. И фактически один вид искусства, музыка, один вид, стал вдохновением для того, чтобы в другом виде искусства, в кино, появилось такое невероятное произведение. На самом деле фильм изначально должен был называться «Саят Нова», но советская цензура
и запретила фильм, и потом его заново смонтировали уже под названием «Цвет граната». Понятно, что когда у тебя через века и тысячелетия даже проходят вот эти культурные, строятся, вернее, да, вот этот культурный базис, и при этом он еще и взаимодействует с внешним миром, то этот мир и эта национальная культура вместе уже должны что-то родить. И когда появилась музыка Арама Хачатуряна, она стала органичной частью мировой классической музыки, созданная вот на базе такой национальной. И, естественно, она тоже создавалась под влиянием мастеров своего времени, но при этом стала самостоятельной ценностью и заняла свое такое достойное место в мире. И количество фильмов и прочих произведений, в которых вдруг зазвучала музыка Хачатуряна, уже просто трудно сосчитать. Причем иногда в очень неожиданных фильмах. Вот такой фрагмент из такого легкого американского фильма. Почему-то музыка Хачатурян лучше всего подошла под историю, как стали продавать хула-хупы вообще. И, наверное, это самое правильное и самое главное, что происходит, когда мы создают музыку в одной стране люди, используют все. Это и есть смысл вообще культуры, потому что все, что создается, создается для людей вообще. А национальные особенности каждого народа просто придают этим произведениям особый шарм и особый колорит. Но именно для того, чтобы этим пользовались все. Потому что когда мы друг друга знаем, мы становимся сильными и становимся красивыми, и мы можем все.